Здравия вам и роду вашему! С вами я, Славолюб Алан Богач, духовный и телесный целитель, основатель школы исцеления жизни. Любовь. Кто не слышал этого слова? А кто постоянно пребывает в этом всеочищающем огне? Как зажечь в своем сердце это чудотворящее пламя? Влюбиться. Есть, оказывается, люди, которые ни разу за всю свою жизнь не испытывали этого состояния. Люди живут с закрытыми сердцами. Живут, не излучая из своего сердца любви и не впуская в свое сердце любовь. А потом жалуются, что их никто не любит. Как можно полюбить человека, который этого не ждет? Который не пускает в свою жизнь, в свою душу любовь? Думаю, что влюбиться без желания на это другого человека, другой души, невозможно. Ведь это взаимодействие двух сердец. Это искра великого пламени матери Всемирьи, богини Лады, которая проскакивает между родственными душами, у которых есть чем поделиться между собой, есть чему научить друг друга, есть чем порадовать друг друга. Понимают это, к сожалению, немногие, ибо часто не ценят того, что имеют. Обращают внимание только когда теряют. Есть такая скверная привычка успокаиваться, а потом и утрачивать ощущение ценности того, что мы уже имеем. Если нужно за что-то побороться, побегать, понервничать, подождать, то вот это действительно тогда ценно. А как только оно уже в руках, человек утрачивает к этому интерес. Не ценит. Имеем, не ценим, теряем, жалеем. Поэтому многие не могут принять и оценить то, что получают легко и часто отвергают этот великий дар любви. Это совсем не значит, что с каждым таким человеком у нас должны быть интимные отношения. Даже наоборот, очень часто человек ощущает влечение тела, ему нравится кто-то, его привлекает этот человек. Однако, как только проскакивает эта искра пламени любви, на уровне телесном пропадает, как будто пропадает влечение, ибо становится это намного важнее. Конечно, есть желание обняться, прижаться, почувствовать близость сердца любимого человека. И то только при условии, что этого хочет и этот человек. Любовь – это великий дар матери Лады, которая приходит к нам силами Лели и Полеля, Купайла и Купавы, зажигает в наших сердцах этот всеисцеляющий, всепоглощающий, всепроясняющий великий огонь, который дарует великую радость единения с любимым и со всей Вселенной. Сперва проскакивает искра, и если сердце открытое, то мы впускаем на огонек этой искры в своем сердце душу другого человека. И мы понимаем, что в нашу душу пришел мир или мира. Мир-ра. Мы чувствуем, как этим состоянием хочется поделиться со всеми, разнести его по всему миру, прославить его. И если мы делаем это, то наполняемся славой. Так слава приходит с миром. Так разгорается огонь любви. Этим сопровождается впустить человека в сердце свое. И этот человек может пребывать там вечно. Спустя десятилетия мы можем вдруг вспомнить этого человека и, захотев пообщаться с этой душой, призвать его душу и вдруг обнаружить, что этот человек пребывал в нашей душе все это время. Вы представляете, какие силы открываются нам при понимании такой ситуации? Состояние влюбленности нужно беречь, вспоминать и возрождать в своей душе постоянно, учиться грамотно использовать это состояние. Его можно включать и переносить на других людей, на весь мир, переходя в состояние вечной влюбленности. Да, собственно, это состояние само автоматически переносится на других людей и весь мир. Поэтому так льнут к ногам влюбленных кошки и собаки. Поэтому удача сопутствует влюбленным. Одно условие – открытость и доверие миру, принятие мира, принятие. Это фрагмент из моей новой книги, над которой работаю сейчас. А книга «Введение в любомудрие. Теория и практика любви» уже давно доступна вашему вниманию. Вот по этой ссылке. И помните, все, что происходит правильно, все приносит наслаждение.
Если же что-то не приносит наслаждения, то значит надо узнать, что происходит не так, и это изменить. Ведь все в нашей жизни должно быть в наслаждении. В следующем видео мы поговорим о принятии. А для того, чтобы быть в курсе всех материалов, которых нету в соцсетях и YouTube, ибо многое блокируется и удаляется, переходите по ссылке в описании и присоединяйтесь к нашему закрытому телеграм-каналу. Милости прошу к нашему шалашу. Будьте в любви и наслаждении.